Приветствую всех, друзья! В этом видео мы с вами разберемся с подключением шрифтов, да, то есть как мы можем свои собственные шрифты подключать в Webpack. И также поговорим немного про оптимизацию. На самом деле шрифты подключать очень легко, поэтому по большей части мы все-таки больше будем говорить про оптимизацию. Вот, также на примере шрифтов можно будет отточить навыки обработки файлов. Мы это с вами уже делали на примере с изображениями. Но сейчас с шрифтами можно будет ее подкрепить, тем более, что мне огромное количество людей писало о том, что не понимают, как подключить шрифт. Поэтому давайте мы с вами с этим разберемся. Как обычно, сборку вы можете скачать с GitHub, она будет уже полностью готовая. Да, либо склонировать, либо просто скачать zip-архив и далее проследовать инструкции, которые написаны здесь. Если вам нужна сборка с определенного видео, то можете просто перейти в релизы и далее ее оттуда вытащить. Ту сборку, которая вам нужна под видео. Ну, в общем, давайте начинать. У нас с вами здесь ничего нету. У нас с вами есть лишь базис, да, то есть наш заголовок и toggle view компонента. Поэтому давайте разбираться с шрифтами. Что нам для этого нужно сделать? В SRC нам нужно будет создать новую папку. Кстати, с этой оптимизацией папок мы как раз таки и будем разбираться, потому что, ну, можно уже заметить то, что здесь как-то много всяких папок. Вот, далее в эту папку нам нужно будет закинуть шрифт. Я сейчас скачаю какой-нибудь рандомный шрифт и закину его сюда. Итак, вот он шрифт, Хилетика, да, ну, то есть самый стандартный, единственное, его здесь я что-то многовато накачал. Но, опять же, хорошая практика того, то, что у нас с вами, да, один шрифт может быть в разных начертаниях. То есть легкий, ультралегкий, роман, но это обычно классический, да, жирный и супержирный. Жирный, так сказать. В общем, мы будем разбираться с самым толстым для того, чтобы наглядно это все видеть о том, что у нас шрифт отличается. Вот, что нам нужно сделать теперь? Сейчас очень важно понять следующий момент. То есть, смотрите, мы с вами в SCSS, у нас есть fonts.scss, да, и сюда мы должны подключать шрифты. Я опять же сейчас из заметки вытащу, я уже просто себе все создал. Опять же, в описании под видео все это будет. То есть, смотрите, вот у нас идет подключение этого шрифта. И здесь вот самое важное, что нужно понять, это то, что мы в Webpack говорим о том, что мы хотим подключить IOT, например, либо WoW, либо TTF. А Webpack еще пока что не понимает, да, что такое WoW, не понимает, что такое TTF, он знать не знает, что это шрифты, и нам ему нужно сказать то, что это шрифты, и ты их должен обрабатывать. Потому что если мы подключим это сейчас вот таким вот образом, то он нам выкинет ошибку. Давайте, в принципе, даже попробуем это сделать. Так, странно, он нам этого не выкинул. Ну, в любом случае, нам лучше всего перестраховаться, потому что, возможно, при следующей сборке он нам ее выкинет. Потому что он еще пока что не знает про эти расширения. Вот, это первый момент. Второй момент мы с вами подключаем из assets, потому что, да, мы с вами знаем то, что я на самом деле уже все собрал. То есть мы с вами знаем то, что у нас в папке dist есть папка assets. И в нее как раз-таки будут да, складироваться все то, что мы скажем веб-паку туда перемещать. Соответственно, там у нас будет fonts. Мы обращаемся именно к assets, которые у нас есть в билде. Давайте мы даже dist удалим. Вот, и теперь нам нужно перейти в базовый файл конфигурации и сказать веб-паку о том, что мы хотим это все дело обрабатывать. Для этого давайте скопируем регулярное выражение, которое мы с вами уже писали на изображение. Я его просто вот таким вот образом вставлю. И здесь единственное, что нам нужно будет сделать, это заменить регулярное выражение. Опять же, я иду в заметку, и в статье вы опять же весь этот код увидите для того, чтобы его не писать. То есть здесь мы уже написали относительно более тяжелое регулярное выражение, да, то есть если здесь у нас было PNG, JPG, GIF, SVG, то здесь мы с вами уже проверяем, потому что WoW, например, бывает второй версии. И здесь мы как раз таки указываем, является ли WoW второй, либо же первый, да, и так далее. И здесь, как лоудер, мы опять же подтягиваем файл loader, потому что это все, это файлы. Соответственно, нам их нужно как-то обрабатывать.
Вот, здесь у нас точно так же есть имя и расширение. Кстати, если вам по каким-то причинам нужен хэш на картинке, либо же да, на шрифты, то вы можете это точно так же сделать, как мы это сделали здесь. Просто я в этом какой-то необходимости не вижу, поэтому особой причины для этого не нахожу. Вот, теперь что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет в плагин New Copy Webpack плагин, да, то есть там, где мы его объявляем, в массиве с плагинами, нам нужно будет продублировать эту строчку кода. То есть, если мы раньше копировали с вами изображение, то сейчас нам нужно будет скопировать все, что у нас есть в папке Fonts, в папку Assets, то есть в папку Dista, и точно так же в папку Fonts. Давайте мы с вами это все сохраним. И теперь попробуем для начала сделать npm run build. И у нас там должен храниться как раз таки, точнее должна храниться папка Fonts. На самом деле, то, что я вам изначально показал, то, что она там хранилась, это просто, я просто проверял работу, и по умолчанию у нас, конечно же, без этой строчки ничего копироваться не будет. Вот, у нас с вами все собралось. Теперь давайте перейдем в dist. Вот у нас папка Assets, и вот он наш Fonts. Если мы перейдем в Fonts, то вот он наш Fonts Гельветика. Да, вот он Black, Bold и так далее. То есть вот они все наши шрифты. Мы с вами что сделали? Мы с вами подключили только жирный шрифт, потому что в принципе все шрифты смысла особого подключать нету. И так в принципе подход понятен. Что нам нужно сделать теперь? Ну давайте для начала запустим npm run dev, запустим development режим для того, чтобы все это протестировать. Итак, смотрите, у нас все собралось, но у нас шрифт с вами старый. Да, то есть, смотрите, если мы сейчас в индекс HTML да, зайдем, например, напишем здесь какой-нибудь параграф, как, например, тест fonts, да, ну и сохраним, да, то у нас с вами подключается старый шрифт. Давайте мы даже с этим в этом убедимся, проинспектируем. Да, нам нужен body тег. И вот он у нас шрифт Montserrat. Шрифт Montserrat у нас с вами подключается, потому что у нас в vars стоит main фонд как Montserrat. Нам нужно его поменять. Сейчас у нас есть с вами новый зарегистрированный фонд как Гельветика, вот этот вот самый жирный. Поэтому мы здесь сменяем название. И смотрите, что у нас происходит. У нас автоматически все меняется на жирный цвет, да, если мы сейчас с вами, то есть у нас в бате, да, вот, то есть сейчас у нас есть гельветика и начертание, то есть самое жирное, black, и в консоли у нас никаких ошибок нет. Вот, соответственно, что мы можем делать еще? На самом деле мы можем создавать несколько переменных, да, то есть мы можем создать, например, здесь light font, да, и в light font у нас уже будет, да, значение, например, как light. Дальше мы здесь вот это вот все продублируем, да, но опять же просто для примера показываю. И здесь мы будем просто подгружать, да, light. Ну, точнее, здесь мы меняем название, а вот здесь вот мы уже, да, будем с вами подгружать light. И далее, да, например, вот под эту переменную мы в main SCSS можем какие-то блоки, например, задавать под легкий, точнее под легкое начертание. Да? То есть вот такой вот способ, он является самым лучшим, самым удобным. Тем более, что мы можем не только с начертаниями работать, но мы с вами можем точно так же работать и с любыми другими шрифтами, потому что сейчас мы в Fonts можем, да, опять же, не ограничиваться лишь гельветикой, мы можем подключать сюда сколько угодно шрифтов, да, каждая новая папка это каждый новый шрифт. Вот, единственное, не стоит перебарщивать, потому что шрифты, они все подгружаются, те шрифты, которые мы пишем здесь, поэтому они весят достаточно много, соответственно, лишние шрифты подтягивать нежелательно. С какой проблемой мы сейчас сталкиваемся? На самом деле мы сталкиваемся с проблемой оптимизации. У нас она заключается в следующем. Я единственную папку dist удалю. То есть смотрите, у нас здесь в папке src начинает происходить уже какая-то непонятная структура. То есть у нас картинки CSS и SCSS по идее не должны находиться рядом с JavaScript. Потому что это все-таки немножко неправильно.
они также не должны находиться, да, вот тот же фонд, он не должен находиться рядом с компонентами, он не должен находиться рядом с стором. Поэтому здесь в SRC нам уже сейчас более правильно будет создать папку Assets. И в эту папку Assets мы можем с вами перекинуть, во-первых, CSS, во-вторых, мы можем перекинуть сюда SCSS, далее мы можем перекинуть с вами сюда картинки и перекинуть сюда шрифты. Да, теперь мы можем ее скрыть, и вот сейчас все выглядит, так сказать, да, более красиво. Что нам нужно сделать с вами теперь? Теперь нам нужно перейти в файл index.js. Здесь мы с вами подключали, да, шрифты, мы брали их из SCSS, но теперь мы с вами знаем то, что они находятся в папке Assets. Давайте я ее переименую, ну, точнее скопирую ее название, вставлю сюда, просто чтобы не ошибиться. Да, Assets, ставим здесь точно так же Assets. Теперь мы подключаем здесь все как Assets. Единственное, что нам еще нужно поменять, это в base config.js. Здесь на этапах копирования, да, то есть мы-то уже с вами копируем img из папки Assets, поэтому здесь нам нужно нашу переменную с Assets продублировать. Да, то есть просто вставить ее сюда и вставить ее сюда. Для статик нам ничего дублировать не нужно, статик всегда должен находиться в корне. Вот, теперь у нас все будет благополучно работать. И, ну да, опять же, у нас такая структура, то что нам при вот таких вот манипуляциях ничего особо менять не нужно. Также я допустил небольшую ошибку. Я файл конфигурации пост CSS закинул в JS. Это на самом деле немного неправильно. Спасибо тем, кто меня поправил. И файлы, такие как общие конфигурации, они должны находиться в корне. Они не должны находиться в файле JS. В файле JS у нас могут находиться конфигурации, которые заточены под общий JavaScript, но не под весь фронтенд, потому что вот этот вот файл, да, с post CSS конфигом, он у нас заточен под весь фронтенд. Соответственно, он должен находиться в корне. Если мы переместили его в корень, тогда здесь мы должны поменять путь. То есть, да, у нас на post CSS config.js должен быть путь уже из корня текущего проекта. Да, соответственно, корень у нас будет как просто точка слэш post CSS config.js. Также мы этот путь забивали с вами здесь, поэтому здесь мы должны будем точно так же его изменить. Да, это единственные правки, которые мы с вами можем внести. Во всем остальном у нас все отлично. Единственное, что мы можем с вами еще добавить, то есть как мы можем более, так сказать, оптимизировать текущий проект, так это добавить дополнительный алиас. Да, то есть мы с вами создавали алиас на view, а сейчас мы можем с вами создать универсальный алиас, например, на папку src. Так, единственное src. Да, вот таким вот образом. И смотрите, что у нас получится при такой ситуации. Сейчас мы, то есть если вы работали с view CLI, если вы работали с чем-то еще, да, с какими-то любыми CLI, то вы знаете то, что там есть очень удобное свойство, когда мы, например, во Vue.js пишем импорт, ну или не во Vue.js, либо же в React, в принципе, где угодно. То есть мы пишем название какого-нибудь файла, например, да, example, потом далее пишем from, и далее здесь мы можем прописать тильду, а далее прописать components, например. Так, единственное, я с ошибкой написал. Components и далее, да, название этого файла, например, example.view. И вот эта вот тильда, она указывает нам на src. И да, вот эта тильда, она всегда забивается как alias здесь. То есть, да, ну просто если вы не работали с этим, то, ну, теперь вы, по крайней мере, знаете. То, что это очень удобное свойство, когда, точнее не когда, а которое нам помогает избавиться от вот бесконечных вот таких вот значений, да, когда у нас, понятное дело, в компонентах может быть огромное количество вложенности, и вот этот вот алиас нам очень сильно поможет это сократить. Вот, в принципе, это все, что я хотел исправить, да, добавить такой алиас, его можно будет использовать везде, где угодно. Давайте единственное, что мы сделаем, это пересоберем наш проект, запустим npm run dev, проверим то, что у нас все работает. Итак, у нас с вами все работает, давайте проинспектируем, единственное, лишнюю вкладку закроем.
Да, то, что у нас в консоли с вами нету ошибок. У нас консоль чистая, у нас все точно так же работает Vue. Давайте также попробуем подключить картинку. Перейдем в index.html, да, то есть убедимся в том, что у нас картинки все так же подключаются. Забьем img, src мы опять же возьмем из assets.img.doc.jpeg, по-моему, я правильно написал, да, img doc.jpeg. Вот он наш корж. В общем, все отлично, у нас с вами все работает. То есть, опять же, да, благодаря всем этим константам, благодаря самому подходу, мы с вами, да, вот так вот легко преобразовали все в assets. Более того, да, если вас папка assets по каким-то личным соображениям не устраивает, да, то вы можете assets сменить, например, на static. Да, переименовать ее здесь, и у вас в дисте будет папка называться как static. Да, точно так же, как dist вы, например, можете изменить на public. На этом я с вами прощаюсь. Я вас могу поздравить. Мы с вами написали сборку. В принципе, здесь уже все, что только могло быть, все уже есть. Более понятная структура теперь. И все максимально оптимизировано. Нету ничего лишнего. Следующее видео будет по подключениям шаблонизаторов. То есть мы с вами возьмем текущую сборку, форкнем ее и напишем отдельную сборку для верстки с применением пага и поговорим про любые другие виды шаблонизаторов, как их тоже можно использовать на примере EJS. Ну и опять же могу вас поздравить, текущая сборка готова, мы с вами разобрались со всем, с чем только возможно. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить ему лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, потому что с этим колокольчиком вы будете получать уведомления о всех новых видео на канале. Также вы можете написать в комментариях, что вы думаете по этому видео, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. И также вы можете поддержать канал на Патроне. Поддержка начинается от $3. Это буквально чашка кофе, за что я вам буду как раз таки благодарен, и благодаря как раз таки вам будет выходить новое видео на канале. С меня также эксклюзивные плюшки, а также уникальная информация, ну и в принципе обо всех преимуществах вы можете почитать здесь, на страничке Патрона. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.